Всем привет! Сегодня 8 января, метель. И мы приехали на рыбалку, мы приехали на Урал. Расставим жерлицы, будем ловить щук. Позавчера были, попали на бешеный клев щук. Сегодня погода кардинально изменилась, но малой вытащил щуренка. Ребята чуть раньше нас приехали. В общем, сейчас начнем. Клев есть, видать, жерлиц работает, значит, будет результат. Ну что, ребят, мы пока расставляемся. У нас первая работа. Несмотря на погоду, может быть, все-таки повезет. Ой, нет, Женя говорит. Есть рыбка. Нет. Рыбы нет. Тянула сейчас. Не знаю, вроде все правильно сделала. Мотала, подсекла. Сошла сразу, может, не заглотила так. Может быть, все-таки дело в том, что это двойник. Я все-таки сама больше за тройники. Но Женек купил вот эти вот двойники, решили мы их поставить, попробовать. Мы, в принципе, ловили он трешку. Вот позавчера поймал на такую снасть. Но ваше мнение хочу услышать, подписчики и гости канала. Все-таки двойник или тройник, потому что вроде как говорят, что если килошная щучка и там чуть меньше, лучше двойник. Если все-таки покрупнее, тогда уже тройники надо ставить. И вот еще вопрос. Все-таки карася за хребет цеплять, либо через жабры. Как? Ваше мнение очень интересно. Вот смотрите, то, о чем я говорила. Вот такие вот двойнички. Тут, конечно, вопрос, за хребет или через жабры все это дело пускать. Хочу услышать ваши отзывы. Такая вот у нас снасть. В тот раз через жабры, в этот раз решили не заморачиваться. Погода такая, конечно. Делаем и оставляем. Ох, и ветер сегодня, но щуки, видимо, все равно. Так, нет. Здесь больше было. Вот посмотрите, самодельная снасть. Мотала Жень, потому что у него лески здесь было больше. Отдавай. Здесь лед и в лунке не видно. Мордой она идет или не мордой. Вот. Красота. Вот такая. Килошка, наверное, может чуть больше. Так что вам новые жерлицы всякие от Петрова или от Иванова. Все индивидуально. Вот смотрите. Увидела же флажок издалека.
Так что работает. И леска толстая. Некоторые говорят, еще какой пугаться будет видеть леску. Все это фигня. Вы посмотрите, какая леска. Толстенная. Тройничок. Ну смотри, ребят, как взяла. 0,6, наверное, леска. Ну, Или... в общем, ребят, вот слушайте, погода сегодня вообще не летная. Столько жилец с ребятами расставили. Класс. Вообще сработок практически нет. Какие-то ложные были, непонятно, от ветра, не от ветра. Но вот сработала снасть. Рыбачим дальше. Я говорю, зачем мне в магазин? Что? Вытащила щучку на супер снасть. Видите? Все очень индивидуально. И рыба по-разному реагирует. В общем, мы позавчера здесь были. В Затоне, на Урале мы рыбачим сегодня. Как закон подлости. Просто доехали. Ну, расставиться на щук. Батарейка что-то у меня быстро села. Успели поснимать короткие видосы. Вот, на трешку поймали. Женя поймал на двушку с хвостиком. Наверное, не взвешивали так ориентировочно. У меня щука хорошая была. Ну и так, килошки, плюс-минус полторашки наловились. Причем друзья рыбачили на балансиры. Тоже хорошо брала щука. Погода была прекрасная. А сегодня ветер, метель. Мы поехали. Последний день новогодних праздников. Решили все-таки закрыть новогодние праздники вылазкой на рыбалку. Морозец градусов 10-13 сегодня тоже есть. Ветер. Ну, так себе погода, честно. В сравнении с тем, что было позавчера. Вот, рыба не активная. В лунках щука есть, но на балансир не берет особо. И жерлицы молчат. Вот. Ну, вот была сейчас сработка. Часа за полтора, наверное, первая. И она оказалась удачной. Ребята уехали посмотреть другое место. Вот, а мы здесь, в общем, палаточку разложили, прикормили. Но рыба ни сорога, ни окунь не хочет. Вот, посмотрим, посидим сейчас, что и как. Ну вот, смотрите, тут нет, а тут флажок. Сейчас посмотрим, что тут у нас будет. Вот смотрите, какая красота. Чисто, просто, по-деревенски. У нас сегодня прям такая экспериментальная вылазка. Не размотала, не знаю. Наверное, большая. Ну вот, как-то так. Ребята, все же надо таких наделать жерлиц. Бесплатно. Вы посмотрите, какая леска. Просто ничего, рыба не пугается. На другие жерлицы супер-пуперские, тишина. Причем поводка-то нет. Слушай, опять за верхнюю губу тройник, все то же самое. Ребят, поводка-то нету. Все вот просто топорно. Какая сильная. Опа. Вот, ребята, на балансир поймали. Ребята, на балансир поймали с утра. Она уже замерзла. Такая вот щучечка. Одну тоже он поменьше на балансир. А вот эта хорошенькая, я которую сейчас вытащила. Красоточка. Ждем дальше поклевок. Сидим. В такую погоду приехали, палатку поставили. Чё? Пока варианта домой возвращаться нет. И место менять тоже, конечно, не вариант. Ждем. Конечно же, я вас всех поздравляю с Новым годом, с наступившим, с Рождеством. Сегодня у нас
8 число. Каникулы пролетели. Просто, конечно, супер незаметно. Завтра на работу. Ну, там что, 2 дня работаем, опять выходные. Выходные, может быть, опять куда-нибудь поедем. Хотели доехать именно до этого места, потому что погода, видите, завтра, послезавтра будет мести, если уже сюда, ну, только если на снегоходе проедешь. А так не вариант. Вот. А позавчера мы здесь были и просто, конечно, в диком восторге были. От поклевок, от добычи, от размера добычи. Вот. Я вам всем в новом году желаю здоровья в первую очередь, чтобы свершились все ваши задумки, цели, чтобы вас окружали только хорошие люди, достойные, добрые, позитивные, чтобы все у вас было хорошо в ваших семьях. Надежд много, по-моему, у всех на 25-й год. 24-му сказали спасибо и до свидания, да? Пусть этот год будет лучше, чем предыдущий. Мы, как и планировали на Новый год, зафаршировали щуку. Это настолько вкусное блюдо. Я так люблю, причем не горячую, а именно когда она остынет, схватится. Просто колоссальное удовольствие от употребления такого деликатеса получаешь. Поэтому, конечно, основное блюдо на Новый год. Щучка фаршированная. Ну, что говорить, она и жареная вкусная. И в духовке запекать. Ничего особо придумывать не надо. Специи рыбные, майонезик чуть-чуть. И все. Сама по себе рыба вкусная. Тем более речная щука. Жерлица. Жерлица, ребята, только что сработала. Эх. Посмотрим, что тут сейчас будет. Ветер, наверное. Вот вам вид из палатки. Конечно, мы ее привязали. Ветер сегодня сильный. Смотрите, какая погода. Люди, наверное, думают, вот делать нечего. В такую погоду, тем более последний выходной дома бы сидеть, а не вот это все. О, че хотим? Штормовое предупреждение. Занес чемодан свой. Сейчас малой вытащит трешечку. Помогай. Какой молодец, Матвей! Вот так вот, такая вот красивая штучка. О, молодец! Ложок вообще улетел. Не знаю. Нет, ветер. Ну что, погода совсем испортилась. Сматываем жерлицы и едем домой. Главное обратно выехать, потому что метет сильно. Клев. Сработок, в общем, нет. Рыба не клюет. И мы сматываемся.